Здорово. Буквально здесь как дикари живем здесь. Вон сколько уже наснимали, накорчевали. Сцепы режут. Ох, как плести. Пюрешка. Неплохой вид. Пока мы еще живем, поселок-то все равно остается. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Не пройдет. Это с ним было прогуляться с топором, а вышел. Проезжаем Ярославль. Здесь за деревьями один из его вокзалов. Ярославль Московский. Вопреки всему он не главный, потому что главный — это Ярославль главный. Вот это мост, по которому идут пути на Кострому. Пока едем, волей-неволей снимаем красоты. Ярославский Кремль, церковь, которая на 1000-рублевке. А это река Которосль. Она чуть дальше там впадает в Волгу. Красивая стрелка. И мы въезжаем в исторический центр города. Ну, ребят, я понимаю, что как-то вставлять кадры, как мы едем, под какую-то музычку, это не камильфо. Но вот это вот не показать. Ну, не знаю. Иногда возникает ощущение, что здесь будет где-то вестибюль метро. Ну, однако это обманчиво. Ну, по крайней мере, пока. Может, когда-то и будет. Центр весьма самобытный. Когда я первый раз оказался в Ярославле, вместо всех этих автобусов разных ездили только пазики. Причем такие классические пазики, ну, у которых в заднице люк для гробов. И вот это вот все. Вот такая красота. Город, конечно, неимоверный. Сюда надо будет как-нибудь приехать, чисто на выходные походить, побродить, посмотреть. Ибо посмотреть здесь определенно есть что. Даже голубые ели. А это театр драмы имени Волкова. Ну, по крайней мере, так написано в навигаторе. В отличие от нашей Москвы, город таки сохранил троллейбус. Вот такая у них окраска. А еще в городе есть трамвай, но сегодня мы его не увидим и вообще он нам пока что не по пути. Дорога как из фильма ужасов. Блин, если я здесь увижу маленькую девочку с черными длинными волосами, свисающими на лице и в белой ночнушке грязной, блин, его проще нахер задавить, чем потом разгребать. Ну а так прикольно, уже заехали далеко за Вологду. Подъезжаем к Тартуге. Какая же провинциальная и уютная Тарнага. Только посветло это можно посмотреть. Классические деревянные дома. Эх, север. Ну а здесь поздний Союз. С огромными витринами и надписью «Универмаг». Ребят, вот никакого негатива не вызывает. Очень красиво и уютно. Даже вот такая вот раздолбанная дорога из бетона. Она идеально сочетается с этим. И кусты, и заборчик такой. Эх, 80-е. А ведь Тарнагский городок является столицей пчеловодства Вологодской области. Вон там дом пчелы. Справедливости ради, в исторических источниках не упоминается о том, что здесь занимались пчеловодством, однако, ну, надо же когда-то начинать. И они начали. У ребят очень вкусный, годный мед. Так что, если будете в этих краях, обязательно полакомитесь. Вам понравится, гарантирую. Улица Советская. А здесь находится как раз музей народной культуры. Здесь в мини-музейной экспозиции всего 2 экспоната, зато какие! Полуторка. Та самая полуторка с историей. И вот она здесь практически полностью комплектная. Вы посмотрите, у лобового стекла деревянная рама сохранилась. И вот это вот одна рессора такая, обратная у передней балки. Очень интересно. Сохран такой, что прям вот покрась, крутани с кривого и поедет. Так, режим работы с 10. Ладно, ребят, извините. Сотрудники музея, простите, надо уезжать, вариантов больше нет. Крадемся, крадемся. И вот он, второй экспонат. Посмотрите, какой мощный трактор. Это года 20-е, 30-е. Похоже, мы видели у здания администрации в Мурашах. Такая же лютая техника. И вот посмотрите, тоже кривой стартер. Ну-ка, 1936 год.
Даже радиатор сохранился. Кривым стартером эту шайтан машину заводили, и она шла в поля утверждать советскую власть. Ни о каких резинах покрышках не слышали. Переднее колесо вот с таким центральным гребнем, чтобы ехать прямо к светлому будущему. Ну а на заднем колесе вот такая вот мясорубка. Зато, ну, какие ему были страшны грязи. Таких, наверное, представить сложно. Прекрасное состояние, сохранено все великолепно. Рычаги управления, руль кондовый какой, ух, сатана. И такая вот, кстати, подпружиненная седуха. А подпружинена она, знаете, чем? А просто вот лист металла гнется. Только хардкор. И одна единственная фара. Прекрасно. Даже стекло сохранилось. Так. Сотрудники музея, еще раз извините, что зашел сюда без вас, но просто прямо сейчас уже уезжаем. Вот что интересно, Вологодская область, реально палисады, невысокие заборы, а такие где-то, ну, по грудь, чуть ниже. Кстати, смотрится очень уютно, придает какой-то, ну, я не знаю, европейский, что ли, манер, где действительно не нужны высокие заборы. Вон стоят всего-то по пояс. Ой, как мило. Дома деревянные. Ощущения депрессухи нет вообще никакого. Очень красиво, очень уютно. Сосны. О-о-о. Очень приятное место. Тарнагский городок. Лайк. А назван он так, потому что стоит на реке Тарнага. Поночевали, я-то, как всегда, в машине, а Кирилла разместили внезапно в шикарную гостиницу. Гостевой двор, по лесенке поднимаемся на второй этаж, и там начинаются номера. Признаться, такого люкса я не ожидал. Однако нам пора торопиться, время работает против нас. Сейчас едем в конторку. Ехали, думаем, что ж за дорога-то будет до конторки. Тут серая, значит, мало кто ездит, навигаторами не пользуется. А здесь прям Карелия. Сосны, дорога. Только этих камней, валунов не хватает. Еще и освещенная. Красота. Конечно, вряд ли она будет такая на всем протяжении, но даже за этот участок большое спасибо. Минуты 3 проехали. Изба классная. Выезжаем из деревни, поселка Кремлево. Все, Кремль кончился и начинается. Хотя по опыту хороший грейдер лучше, чем плохая асфальтовая дорога. Еще 20 километров по этой дороге, и мы на месте. Ну, более чем терпимо. По пути проезжали Айгу, вообще вполне живая деревня. Ну и там другие поселки тоже. Мы не ожидали, мы думали, тут будут любеня, разрушенные избы, следы от пожарищ, кострищ. Нет, вполне все живое, вполне все рабочее. Какие-то лесные там базы есть, пилорамы. Вполне себе живые деревни, живая глубинка. Проезжаем насыпь, бывшую скакалейки. На картах она еще значится, а по факту только насыпь. Насыпь. Ну и что-то тут угадывается, видимо, когда-то шпалы лежали. Вот она, труха. Здесь, к сожалению, уже давно все разобрано. А вон там, видите, просека уходит. Тут она пересекала автомобильную дорогу. А вот так вот прицеп извозюкался. Грейдер, кстати, очень хороший. Едем 60-80 спокойно. Отмывать потом надо будет бедолагу. Машины тоже вид экспедиционный. Ну, понятно, куда ехали. Осталось буквально километра 3 до конторки. Мы уже практически доехали. Эх, волнительно, что мы там увидим. Как это все пройдет. Ну и вот тут канавка, остатки канавки для отвода воды от полотна дороги. Просека широкая. Была когда-то магистральная линия. Ее высочество конторка. Доехали. Ух, тут уже что-то все пилят. Тут уже идет движ. Смотрите, какой классный кран. Ё-моё. Это же крокодил. Или как его называли, за морду длинную.
Там мужики, можно будет спросить. А вот уже тележки сложены от сцепов. Ё-моё. Ну ладно, пойдем посмотрим. Первые звуки узкоколейки, которые мы слышим, это звуки работы, разделки. Вон тележек там, видите, целая гора. Ладно, пойдем с мужиками пообщаемся. Здорово. Вот на таких зверях люди здесь и работают. Техника на века. Людоед. Пообщались с мужиками, сказали, разбирать дорогу будут, пока когда непонятно. Сейчас вроде как усы, потихоньку, по мелочи. То, что свезли все тепловозы сюда, в конторку, на распил, эта информация оказалась недостоверной. Какие-то машины купили, 19-й, 24-й тепловоз здесь обитают. Пока снимают только дальние усы. Тоже техника на грани фантастики. Напоминает, как будто, вот, знаете, из далекого будущего корпорация Weyland-Yutani добывает полезные ископаемые на других планетах соседних солнечных систем. Все, братцы, доехали до точки разгрузки. Там идет распил вагонов, прицеп, и вот здесь вот ус тянется. Там тоже лесовозки стоят. Вот куда-то сюда мы будем ставиться. Очень удобно. Воздух неимоверный. Запах древесины, немного сырости. И потрясающая свежесть, великолепная свежесть. Леса бескрайние. Да, в этот раз разгрузка занимает чуть больше времени. За счет того, что добавился тент с дугами. Фонарик керосиновый решили взять с собой. Мы же не знаем, где будем ночевать. И вот она, красавица. Ну, пора ей увидеть свет. Привет. Моднявый Кирюша ждет, когда поедет тепловоз. 19-й номер будет переставляться. Сделали стрелку мужики. Звук такой лязгающего металла. Ни с чем не передаваемая. Елочка, смотрите. Ой, какая прелесть. И колея, куда она нас уведет. Опять эти страшные расстояния, где локтем по карте мерить можно. Вот это уже техника, конечно, посерьезнее будет. Но он сейчас не поедет, все ушли, кабина пуста. Грустно это все видеть. Ну, хотя бы какие-то остатки жизни. Ладно, надо продолжать собирать. Дрезина почти готова. Сейчас мы ее налегке откатим к путям и уже будем загружать шмурдяком. Надеюсь, не придется нам ее скидывать с путей экстренно. Хотя там сила адреналина нам поможет. Завелся с полтычка. Реверс назад, поехали. Ну, еще чуть-чуть. Все. Сама себя доставляет. Единственный минус такой конструкции, что если ее упустить, она уедет далеко. Оп. Теперь только развернуть. Не успеваем мы до этого товарища, так что будем идти за ним в хвост. Хотя, может, он сейчас маневры делает и ту ебалду будет цеплять. Посмотрим. Полная неизвестность. Чё, как, куда. Но в любом случае очень круто. Какую кракозябру тащат. Это, по сути, манипулятор. Видите, там стоит дизель, генераторная установка. А, там еще и насос гидравлический. И вот она и работает, такая лапа, которая крутится. Также снизу упоры, чтобы эта вся конструкция не навернулась. Вот сейчас повезут на разборку. Формируют, значит, поезд из сцепов. И будут все это грузить. Когда-то она грузила лес, а сейчас будет уже, по ходу, рельсы. Увы. Значит, концепт у нас на этот раз такой. Здесь бензопила, вода, инструмент, ну еще что-то по мелочи напихаем. А уже наверху будут рюкзаки со шмурдяком. Как-то их снаружи подвязать, ну попробуем. Все, последние сборы. Нам разрешили оставить машину у жилых домов. Ну так, на всякий случай. Все, рюкзачок на месте. Обувка, экипировка, дождевик в дрезине. Шарф не взял. Другое дело. Идем и наконец-то начинаем стартовать. Но это одна из самых длительных подготовок. Ну потому что и дорога серьезная.
У нее огромная протяженность, места максимально глухие. Даже когда был на Алапаевской, было, ну, как-то было попроще. Все равно там деревни, там люди. А сейчас есть ли вообще что-то до Лойги? Для меня это загадка. Поэтому и думаю, что нет. Вон сколько уже наснимали, накорчевали. Ну, техника вообще просто зверь. Счастливый номер 7. Такие масштабы. Сцепы режут. Отслужили свое. И вагон-столовая, который уже вряд ли кого-то накормит. Хотя, видимо, подведено электричество. Сцепы. Вон парни уже стартуют потихоньку. Я так понял, они нас пропускают вперед. Ну правильно, мы-то всяко пошустрее будем. Кирилл на изготове. Вот наша боевая дрезина. Да, единственный минус — это увязка крупного груза. Надо, наверное, будет какие-то внешние крюки сделать. Пока Кирилл там занимается, можно глянуть на пока живые сцепы. Видимо, здесь проходила перегрузка. Куча древесины, запах от нее стоит. Вкуснота. Как скелет какого-то доисторического вымершего зверя, у которого ребра смотрят в небо. Грустное, конечно, это все зрелище. Грустное. Но здорово, что успеваем это посмотреть. Путь, кстати, используемый. Видно, что здесь движение постоянное. На переезде большие борозды от реборд колес. Погудели, махнули. Давай, говорит, проезжай. И вроде они так далеко. Но в лесу такая тишина. Даже не надо сильно глотку рвать, чтобы мы их услышали. Очень круто. Так, ладно. Так. Вот. Опа. Поеду я как-то вот так вот. Значит, ребят, традиционно врубаем запись геотрекера. Все, тут у нас он никуда не денется. Ну что, ребята, с Богом. Вид теперь вот такой. Ну точно тепловоз.
вы видели, стрелку на него уже разобрали. Туда не попасть. Сейчас у нас задача посмотреть как можно больше. Потому что завтра обещают уже дождь, морось на целый день. И в первой половине дня прям ливни. Поэтому я и сделал эту крышу, поездку. Короче, как всегда, галопом по Европам. Куда же без наших любимых болот? Особой эстетики добавляет эта лампа. Я думаю, вечером она нам пригодится. Она будет давать не только свет, но и тепло. Даже тормознули. Кирилл хочет пофотографировать, поснимать эту эстетику болота. А я хочу показать ее вам. Вот кажется, как будто поле. Тут шпала старая, я на ней стою. Ягоды. А вот стоит шагнуть туда чуть подальше. Во. Оп. И чача. А то засосет. И поминай, как звали. Ну, красиво. Вот те рельсы, они похожи были как раз с этого уса. Сняли его подчистую. Остались только просека да шпалы. Куда шел этот путь, конечно же, угадывается. Пока что легко. Очень скоро они растворятся в земле. Все это зарастет. И только молодая поросль на месте этой просеки будет напоминать о том, что здесь когда-то что-то было. Но уже будет непонятно. Тропа, автомобильная дорога, узкоколейка.
Красиво и печально. Ну, такова жизнь, ребят. Благо, что мы с вами успели вот это посмотреть. Это уже очень большое достижение. Шпалы какие мощные. И туда вдаль. Здесь даже на каком-нибудь мотоцикле эндуро не проедешь. По таким перепадам любая техника разложится. Даже машинку стрелочного перевода уже сняли. Все. По сути, кривая с крестовиной. Ладно, поехали дальше. Сделали небольшую перестановку. Повесил рюкзак сюда. В принципе, висит реально. Место не занимает. Лампу перевесил. Один только минус. Кирюхе будет немного херово видно. А мы сейчас, знаете что? Вот так вот тогда сделаем. Ну, хотя бы что-то. По крайней мере, сейчас дождя нет. Да. Кирилл пристреливается. Да, вполне годно. А он свои баулы сзади подвязал. Так и поедем. Сделали предположение, что они, похоже, сюда и поедут разбирать следующий ус. Кирилл, давай, наверное, метнемся на него. Че они его разберут, его и не увидим. А тут какие пути колоритные. Скинем, разъедемся. Вы посмотрите, вот это верхнее строение пути. Бревна на бревнах, бревнами перекрыты. И только нитки лежат. Но это все достаточно надежно, сделано монументально. Чуть не накаркал. И пошло туда, на делянку. Березки. Скрепные деревья. Ух, ребята. Тоже иду чисто по стволам. А там она идет, одному богу известно куда. И рельсы такие маленькие совсем. Ух. Отпад. Кирюха! Ну чё, поедем? А то разберут, такое мы больше и не увидим никогда. Сначала убрали клинышек, второй, перекинули один остряк. И теперь вот эту вот накладочку. Оп. И вот. Слушай, тут две. А их тут две, да. Это вообще. Их подклинили тут. Слушай. А ее зашили-то капитально. Не-не-не, нормально. Оп. Все, сейчас проедем, сделаем назад. Вдруг он прямо едет. Крайне удачная конструкция получилась у этого тента. Его можно вот так вот вверх подобрать. И в принципе видно, куда назад едем. Ладно. Погнали.
думаешь, доедем мы до конца? Поставь на паузу, нажми комментарий, расскажи свое мнение, пока не посмотрел. Заодно еще не забудь подписаться на канал. Плюсик в карму. Фу, успели. Так, и что по итогу-то? Этот туз разобрали, а этот нет. Видимо, за этим-то и едут сейчас. Потому что здесь наката.нет. Как говорится, от слова совсем. А он туда тянется. Ну что скажешь? Они, походу, едут сюда. Да, вот это разобран недавно. Прям свежак. Вон, видно. Слушай, не очкуют же они, да, ехать вот по такому вот? Там же вообще беда. А они же не машинисты по факту. А что им будет-то? Аккуратно поедут. Тут, я думаю, все машинисты. Мне кажется...
если здесь выпасть, это будет беда. Ну, для тепловоза точно. Как же вовремя мы остановились. Обалдеть. Хорошо, что рюкзак перевесил, можно нормально тормозить, ничего не мешается. Вот она уже вся грязная. Да. Лесная обитательница. Пообщались, решили туда дальше не ездить. Вряд ли там что-то будет отличаться от вот этого. А скидывать дрезину вот в таких условиях, такую груженую, ну это, честно говоря, тяжеловато. А тепловоз уже скоро может показаться. Поэтому мы сейчас будем форсироваться и ехать вперед на главную линию. А вот на таком чуде гоняет кто-то из местных. Это ТДшка узкоколейная, причем заводская. Да, немножко подколхозили. Фары хорошие, зато двигатель Made in USSR, оппозитный. Судя по крышкам, днепровской. Дальше идет на редуктор с реверсом. Ну и там раздается на колесные пары. Аккумулятор мощный, взрослый. Ух, ребята, сколько ж она весит. Заводская. Кстати, очень годная тема. Это на случай схода. Антивыпад, так сказать. Резинки, все по-взрослому. Наварено. Ребят, неужели здесь где-то есть места, где необходимы вот эти вот наварки? Очень интересно, куда мы приехали. А у нее еще и прицеп на другой стороне. Причем прицеп, судя по всему, для перевозки какой-то техники. Внизу поперечины, и на них с упорами две деревяхи. Да, сюда что-то колесное заезжает. И вот на такой жесткой длинной сцепке прицеп прицепляется к своему тягачу. Тормознули у стрелки на ус. Тут еще даже сам стрелочный перевод живой. Машинка на месте. И от главного пути туда в бок уходит ус. Идем глянуть, что тут вообще за ус такой. А смотрите, накат, ну, практически не хуже, чем на главном пути. Вот-вот. Также шпалы висят. Вот это прям очень интересно. Опа. И куда-то туда опять уходит в бесконечность. Дальше узкоколейка тянулась в лес. Нам встречались похожие места для отдыха. Да, здесь даже написано, что это УЖД. А озвучивать за кадром приходится потому, что у петлички есть одно очень неловкое свойство. О том, что она перестала писать, узнаем только на монтаже. Но как бы то ни было, мы продолжаем свой путь. Видите, какие рельсы скользкие, какие красоты. Вот поэтому я и ношу очки, чтобы было еще красивее. Но вот у нас тут небольшая проблема возникла. Потоками ветра тент задувало прямо на наши головы. Если сзади есть вот такая деревяшка, то спереди ее не было и необходимо что-то придумать. Собственно, топор не брали, потому что наконец-то сподобились взять с собой рабочую бензопилу. Ну а на более мелкие случаи должно хватить и вот этого товарища. Ребята, охренеть. Прям тема. Ну как-то так.
Должно быть, по идее, получше. Так мы подъехали к мосту через речку Уфтюга. Мост капитальный, надежный. Казалось, что он сделан на века. В следующей серии он сыграет ключевую роль. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишись на канал, да и в группу Telegram заходи. А это один из многих разъездов. Назывался он Березовый. И он такой протяженный, что нет смысла показывать его целиком. Проходим ходом. Очередной мост через тихую лесную речку. По бокам догнивают остатки его предыдущей инкарнации. Внезапно показался ус, как будто прямо из солнца. Решили хоть глазком глянуть. Как там? А там путь уходит в лесную бесконечность. И вот по таким путям еще совсем недавно ходили груженные составы. О, еще один подарок судьбы. Эта половинка ПВшки находится в лесу не просто так. Она используется как пристанище в непогоду. Ну-ка, что там внутри? Ну, как и ожидалось, ничего. Кое-как заделаны дыры, но зимой здесь находиться, конечно же, не получится. А вот сверху открывается поистине неплохой вид. Да. Наконец доехали до главного разъезда на дороге. Развилка на 8-м километре. На Лойгу прямо. Линия электропередачи стала предвестником поселка. А вот и главная станция – Лойга. Здесь уместно вспомнить историю этой дороги. Эксплуатация началась в 1947 году, когда особенно требовалась древесина. Страну отстраивать. На 1957 год протяженность составляла всего 6 километров. Основное развитие пойдет только в 70-е годы, а в 80-х дорога достигнет своего зенита. Магистраль разрастется до около 200 километров пути, и это без усов. За год вывозилось 70 тысяч кубометров древесины. Курсировали пассажирские поезда от Лойги до Лесного, в Сулангу, это поселок Конторка, откуда мы стартовали, и даже в Айгу. На 8-м километре как раз развилка на Лесной и до Конторки с Айгой. Ну и Айга не конечная точка, а лишь ответвление от длинного 105-километрового магистрального пути на Вотчину. Однако, начиная с 2000 года, движение по узкоколейной железной дороге останавливается на период действия зимников. В 2007 разобрана ветка на Вотчину, но вплоть до 2022 года проводилась массовая заготовка леса. На линии одновременно работало аж 12 грузовых поездов, вывозя на нижний склад в Лойгу лес с обеих ответвлений узкоколейки. В 2017 и 2019 годах были куплены на Камбарском заводе абсолютно новые тепловозы Ту-8. А в 2018 депо в Лойге было отстроено заново. Ну, скоро увидим. До 2022 года в железную дорогу вкладывали много денег. Она считалась перспективной. В начале 2022 из-за запрета вывоза кругляка за границу движение по линии на Поршу остановилось, но продолжилась вывозка по линии из Суланги. Неожиданно в августе того же года руководство принимает решение о демонтаже железной дороги, объясняя жителям Лойги тем, что УЖД стало травмоопасно. В августе был вывезен последний состав с леса, и дорогу начали разбирать.
На этой станции в Лойге еще недавно бурлила жизнь. Слышались тепловозные гудки и лязг сцепок. А на момент съемки еще живая техника уже начинает зарастать. Один из самых новых тепловозов готовится машинистом к сдаче. Но мы решили вначале проехать до конца. Кирюха сделал стрелку прямо. Сделал. И мы поехали. Множество пионерочных гаражей предшествовало тупику. Неудивительно, огромная ветка, большое население, узкоколейка использовалась регулярно большим числом местных жителей. Охота, рыбалка и прочее. Ну, сейчас вот только каракаты остаются. Много гаражей, десятки их. И внезапно возникает платформа. Да-да, бетонная свидетельница еще некогда существовавшего пассажирского движения. Но вот, линия подходит к своему завершению. Конечно же, завершается она также гаражами. У вас местный ли... Ох, как блестит! Сразу видно, хозяин есть. Красавица. Весит, наверное, рама такая двойная. Это рама еще заводская от старой пионерки, ну, заводской пионерки большая. Ага. А хотел новую всегда сделать пионерку, а это, снимает УЖД маленькую, чтобы для себя, чтобы ее сильно-то не тяжела была. Снимает УЖД, так сейчас уже не стоит и делать. Ну да, Пионерок тут тоже много, да? щит мощный. А продавать их будут? А как не будут-то? Если УЖД снимут, так, наверное, когда-нибудь будут продавать. В Лойгу можно доехать только, получается, по зимнику, зимой. А летом все, здесь абсолютно изолировано, только железная дорога. Узкая, широкая колея. Да, тут, не знаю, обещали сейчас отсыпать эту дорогу на Кизиму. Ну, как зимник считается у нас, чтобы летом можно было. Не знаю, сделают, не сделают все. Хотят зимой сыпать. Ага. Она так-то все оканавлено, все трубы положены, а она просто что... Летом-то ездит, когда сухо. Когда погода хорошая, пожалуйста, до Кизимы можно ездить. Ага. Просто дожди прошли, не проехать уже. Понятно. А это у вас для чего такой? Ну, это короб тут, продукты, да все хозяйство. Обычно за грибами, за ягодами с ним. А как грибы в этом году? Грибы все говорят, новенькие, у нас плохо. Не очень. Берем сейчас немножко назад. Там разделимся с вами, да? Да, я думаю, да, там мы свою скинем, она всяко легче. Где? В Лойге-то? Ну вот там на переезде. Или можно здесь вам скинуть. А, да, Нет, или сейчас на эта стрелку машина- заедем к тепловозу. Да. А вот эту 8542 2018 года постройки. Одна из самых молодых машин на дороге, но, к сожалению, машинист готовит его к сдаче, к абсолютной сдаче, что это практически последние выезды тепловоза на линию, последнее маневровое передвижение. Ну вот кабинку оцените, уже современная, вроде все то же самое, но культура исполнения совершенно другая, другие тумблера, но вид все еще похожий. Аппаратура, рация. Абсолютно новая машина, которая не накатала и десятой доли своего ресурса. Форточки открываются уже по-современному. Очень удобно. И вот проезжают наши недавние знакомые. В добрый путь, ребята! Запасы колодок и элементов верхнего строения пути убираются из рундука. Когда-то они использовались для утяжеления локомотива, чтобы он не боксовал. А по бокам мы видим засыпанные песком бункера. Спасибо машинисту, он нас отвез прямо до депо. Слева мы видим трупный ряд отставленных локомотивов. Что примечательно, все эти тепловозы до совсем недавнего времени были рабочими, но вот остались в работе только два самых новых тепловоза. Остальные части стариков выкуплены и использовались для разбора линии. Они уже базируются в конторке, там 2 локомотива, по-моему, было. Но в следующем видео посмотрите. Поэтому подпишитесь на канал, тут интересно и классно. Ну и вот он, 541 сосед.
Два товарища и 542. Кто бы мог подумать, что у них такая недолгая будет трудовая деятельность. Логотип завода-изготовителя и двери капота закрываются уже совсем по-другому, не то что раньше. То есть каких-то небольших изменений в этих машинах хватает, они уже сильно отличаются от того, что завод производил ранее. Ну, красавцы. А вот и новое здание депо, построенное в 2018 году. Давайте заглянем внутрь. А здесь не только депо, но и автотранспортное предприятие. Целый автосервис можно организовать. Канавы, стойла, вот УАЗик. Обратите внимание на то, какая конструкция современная. А ведь тоже чуть-чуть прослужила. А это уже распиленные части. Да, металлолом. Справедливости ради, трупным рядом это можно назвать условно. Тепловозы уже видавшие виды, но до сих пор вполне работоспособны. Пока что они отставлены и ждут продажи новому собственнику. Да, много их с дизелями, живые. Ну давайте посмотрим один чуть-чуть поближе. Это Ту-6D, грузовая матрица. Замочек был открыт, поэтому аккуратно заходим в кабину. Ну, видите, архитектура та же самая, но тумблера уже другие. Вид вот такой на малый капот. Красивая техника. Дай бог, чтобы еще поработала. А мы решили немножко прогуляться по поселку. Все-таки интересно, каково это жить в такой глуши. Как выяснилось, вполне себе недурно. Нашли магазинчик, мини-панелька, а в нем повстречали интересную бабульку, которая проводила нас в местный дом культуры. Перевели в школу, у нас детей мало стало. Ага. Перенесли теперь садик в школу. И вот нам клуб дали вот здесь хоть новый, хоть сделано, хоть подремонтировать. Крышу перекладывают. Да. Хорошо. Да, ну переклали, да видишь, течет, да по новой начали. Сейчас ляп все делают тоже. Здесь вот был у нас контора большая, двухэтажная. Вот ее разобрали, вот сейчас все сделали. Тут подремонтировали. Угу. Тут все подытовали. А здесь, да? Сырые столько. Здрасте. Спасибо. Спасибо. Ну, будь здравы. Так, пишите про нас хоть про Ролик на ютубе будет, это 100%. Пожалуйста. Хоть бы дорогу-то у нас хоть бы не Ну, забирали. это не от меня, Это это не от надо, вас. кто телевидением Вот занимается. телевидение, Вот да. их бы. Закрома Дома культуры. Здравствуйте. Здравствуйте, Да. куда-то дальше. Чаек, конфетки. Ой, такой сельский уют. Вот не разбирали бы все, не ломали, как бы здесь хорошо было бы жить. Здрасте. Это Максим. Меня Максим зовут. Елена Ингрисовна. Вы хранительница этого места. Да, пока мы тут. Здравствуй. Здрасте. Ага, я-то сейчас просто вон пишу на день пожилого, надо мне заявочку сделать, отправить пока сегодня, чтобы мне потихоньку только он может, потому что он такой вредный. Там получилось как? Там была брошена дорога Дмитриевским или кто там леспромхоз. Ну какой-то леспромхоз, он ее просто бросил. И местные жители ее отвоевали у металлистов, которые просто хотели ее разобрать. Они ее отстояли, ну как бы не дали разбирать. А здесь-то она производственная зона. Они все равно ее содержали, они все равно... Вот начинается, вот она в аренде. Да что она в аренде-то? Она рабочая зона, она рабочая магистраль. Мы видели металлистов. Так металлисты, они потому что они, понимаете, Так они говорят, мы хозяева. купили. Мы купили, Они говорят, купили, правильно, все. потому что это производство. Вот, допустим, я не близкий человек к этому производству, да, но я понимаю, что строился леспромхоз, строилась эта железная дорога, передавалась все, и передавалась железная дорога с этим всем. Пускай мы, вот это наше. А кто ее содержать будет? Жалко, конечно, это все жалко. Оно действительно родители строили, приехали, но нам совершать. Но остались, ведь живут люди еще здесь. За ягодами, за грибами, а сейчас этого нет. Тепловозы не берут, это как бы сказать. Я понимаю, шумиху-то такую хорошую сделали.
Ну а что делать? Это, Ну тут, наверное, еще и народ без работы остался. ну, без работы остался, так сейчас вся Россия так стоит. Ведь есть такая, как говорится, сейчас никого не секрет, что положение такое в стране. Береза не идет, они вынуждены тоже где-то в чем-то ограничиваться. Конечно, еще и пенсионеров много поработать, и молодые встали на колеса, поехали. Жалко то, что, знаете, когда мне вот всегда жалко, вот приходили вчера к одной женщине, она собирается как бы уезжать к дочери, я ее понимаю, она здесь одна. Но я всегда говорю, когда уезжают молодые, они приедут сюда, они приедут в гости, они привезут своих внуков, детей к бабушкам, но когда уезжают старики, Все, тут вот все здесь умирает. уже все, здесь умирает все. Если поехали, значит, он уже не вернется сюда. И здесь жить никто. Вот в это лето у нас, конечно, было очень много детей. У нас клуб был битком, много людей. Вот детей было. Это значит, дети, но они лето, они со слезами уезжали отсюда. Им здесь понравилось. Но факт тот, что если уедут эти бабушки и дедушки, значит, дети уже не приедут больше эти сюда. Ну так, приедут чисто. Я думаю, что пока мы еще живем, поселок-то все равно остается, пенсионеры-то есть. Только что вот жалко, что молодые будут уезжать, и сюда никто не приедет. Потому что, ну, работа, да, работа, как говорится. А чтобы открыть производство, как обычно говорят, у нас вот кто уезжает, значит, вот вы что-нибудь придумайте. Так вы-то уехали, которые вы-то что-нибудь придумайте. Чтоб мы-то тогда, может быть, тут, естественно, вложения нужны. А во что вкладываться? Значит, надо такого энтузиаста, чтобы он мог вложиться, раскрутиться и из ничего сделать что-то. Ну, было время свое, когда у нас кирпичный завод открывали. Как вариант, но там опять же таки нужны деньги. Вдохнув колорита полной грудью, пошли догоняться им дальше, по поселку. Какие дома, какие столбы, остатки узкоколейки. И вот вышли на станцию. В конце концов, основное сообщение с миром – это пригородный поезд ТЭП-70 и 2 вагона. Да, депо Котлас, большой привет. И номер красивый 3 пятерки. Прибытие поезда – это, конечно, событие. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. И москвиченыш такой, или это ишь? Пишите в комментариях. Но самое главное, что он используется. А ведь автомобильной дороги в поселок летом нет, только зимних. Ну, поезд отправляется, увозя пассажиров дальше, а мы пойдем на нижний склад. По пути на нижний склад идем через поселок и находим множество свидетелей узкоколейки. Дрезина, дедушка ее хозяин, который показывает устройство. Вон даже реверс-редуктор есть. Серьезная техника. Особенно понравилась вот такая раритетная фара. А еще нашли платформу, которая используется как заезд. А по этому пути когда-то подавались вагоны под погрузку. Выработка бандажей просто поражает. Но мы находимся на топливном складе, и здесь есть более новая аппаратура для экипировки техники. Вот такая бензоколонка. А вот и нижний склад, место перевалки заготовленного леса с узкоколейки на вагоны широкой колеи. Несмотря на то, что работы сейчас не производятся, осталось множество ширококолейных лесовозных вагонов, которые стоят справа, новые, зеленые. Конечно же, сохранились и самые типичные для узкоколеек вагоны – пассажирские ПВ-40. Безусловно, их состояние оставляет желать лучшего, но, как мне кажется, им дорога только одна – в металлолом. Такое даже БУ никто не купит. Но можно посмотреть остатки внутреннего убранства. Вот здесь вот, например.
интересно было. А тут сохранился интерьер, даже заводской, немножечко. Ну что ж, передохнем, да пойдем смотреть дальше. А вот и местная пилорама. Очень нужная штука для своих нужд. Конечно, кругляк распилить прямо на месте, и шпалы заготовить, и сарайку построить. Все позволяет эта техника. На момент съемки весьма рабочая, так же как и этот кран. Ну что ж, как туда не подняться, не посмотреть на все это свысока? Помост узкий, но надежный, и перила тоже. Конструкция сварена крепко, не шелохнется. Виды, конечно, раскрывают всю промышленную составляющую. Огромные территории, которые до сих пор хранят множество заготовленного кругляка. Прям вот много-много. Какова его дальнейшая судьба, сказать трудно. Но, может, в комментариях подскажете, что с ним сталося. Ибо объемы здесь действительно поразительные. Кто из логи, кто в теме, напишите в комментариях, что произошло с этим местом спустя несколько лет после съемки. Ну а мне пора вниз. Вон, ребята, едут. Техника вон какая. Почти колясыч. Еще и вторая там пионерка. Тепловоз идет. Ребят, вот это движ. Фу. Двойной тягой. Так и живут. И тепловоз. Слушай, не пройдет. Не пройдет. Самое интересное по миллиметрам. Все. Проходит. На экскурсии или что? Да, для ютуба снимаем. Путешествуем. Понятно. Доброго пути вам. Теперь начинаем другой увлекательный квест. А как мы это теперь все назад-то поставим? Ну ладно. Разберемся. У разъезда 8-й километр повстречали еще одну пионерку. Благо нам было на левое направление, они ехали справа. Ну, постояли. Поболтали. Ребята нам показали свою пионерку. Там и ручка, и рундучок. Все для вещей и удобства. Еще зеркальце заднего вида. А как разукрашен щит, красиво. Снизу расположен двигатель, мотоциклетный, простой и надежный. Выхлопная система сделана тоже необычным методом. И топливный бак вполне стандартный. Все на месте, все работает. А такими штуками собирают ягоду. Называется машинка. Ну что ж, ваше здоровье, друзья. Дай нам ответить местного эликсира. Да, название не соответствует содержанию, но... Кирюша, ну что скажешь? Ам? Ох, даже не поморщился, а? Но вкуснятинку употребил. Ай, молодец, дорогой. Ну, ребят, будьте здравы. Дали нам в дорогу ханки, за что ребятам большое спасибо. Такие вот красоты лесные мы проезжали. Но тут внезапно навстречу показалась еще одна местная дрезина-пионерка. Я говорю, чтобы... Антисход, ну, когда упадет, да, чтобы не это. Так, значит, смотрю, такой же двигатель, как у меня, но здесь просто редуктор. И с выхода уже на колесные пары. Очень удобно. А сколько она у вас по скорости-то прет? А я не засекаю. Не засекаю. Шустренько.
Нормально. Хватает? Да. Ну-ка, Километров 40 доедет, наверное. Километров 40? Конечно. А больше и не надо. По таким путям-то. Здорово. Ну ладно, Кирюх, давай мы ее сейчас... Вы на лесной, что ли? Да. Братцы, а вон там показалась еще одна пионерка. Ну, вот она, Сейчас подъедет, ребята подмогут нашу скинуть. То у нас, конечно, сил ее постоянно стаскивать уже не особо-то и хватает. Мы ее просто уже... Мы ее нагрузили выше всякой меры. Помочь? Да, братцы, первый пошел. И второй. Здрасте. Тоже двигатель такой же. Колеса с расширителями, здорово. И поскакали. Спереди янчи-выпад и расширители. Кир! Отойди чуть-чуть. Отойди чуть-чуть, проеду. Парни с охоты. И тут выяснилось, что там где-то Кирилл потерял свой фотоаппарат. Нифига себе. Ну, не пачка спичек, я думаю, сейчас найдем. Надо лишь немного проехать. О, а вот и он. Как здорово, что не пришлось далеко ехать. Приближаемся к развилке. Прямо путь идет на бывший поселок Лесной. Направо же, куда ведет стрелка, на делянке, где заготавливали лес. Стрелочку мы делаем на Лесной, потому что нам туда попасть интереснее. Дальше направо мы поедем чуть позже, но на всякий случай стрелку переводим. Мы не одни на дороге. И сразу же видно, как лес начинает сгущаться. Ветки бьют по дрезине. Ну, понятно, давно здесь уже поезда не ходят. И чем дальше мы едем, тем гуще становится лес. Еще задолго до конечной точки начинает смеркаться. Самый яркий индикатор — это видно след прожектора на земле. В такие моменты хочется уже возвращаться, но вот мы доезжаем до Лесного. Точнее, до того, что от него осталось. Стрелка, разъезд, какие-то остатки цивилизации, дрезина, каракат. Ну, что еще надо в этих местах? И вон там вдали только одна изба виднеется. Но мы не остановимся, нам надо доехать до конца, потому что так интереснее. Ради этого мы здесь и находимся. В самом конце пути, в качестве эдакого тупикового упора, нас ожидали две платформы. Да, очень символично, что именно платформа, сам универсальный вагон, завершает эту железнодорожную линию. На первой, как будто бы в огромном мангале, стоят две бочки для воды. Очень полезная штука, кстати. А на второй обитаемого вида бытовка, в которую ведет очень даже капитальная самобитная лесенка. Ну, сами посмотрите. Да, многих выдержит. И вот тут вдали послышались шаги. Вот он, конец ветки, и навстречу вышел мужчина с топором. Мы пешочком 3 километра не пройдем уже. Мы с Солонги в Лойгу доехали сегодня, и вот в Лесной путешествуем. А так вообще дорога куда это идет? Автодорога, тут зимой лес возит на машинах, понимаешь? А, это зимник получается. Зимник называется, да, вот, Ага. за это. Все понятно. А летом там дальше не проехать, я так понял. Летом машины не ходят, да, и усы просто так, ну, настил есть, чтобы осенью, чтобы когда сыро, чтобы машины не провалились. Ага. А на каракатах ездят? На каракатах. Вот кто-то проехал на каракатах. Ага. А вон, тут, ребят, кстати, видите, даже следы видны. На каракатах приехал. Регулярно. А вы откуда сейчас с леса? А я просто перед сном прогуляться с топором вышел. Я просто прогуляюсь. Просто с топором погулять. Просто мало ли медведь хотел для обороны, знаешь. А медведи здесь как? А медведи ходят, а следы есть по ночам. А так днем-то не видно, а потом утром, знаешь, следы, где насор на говешке такая. Ага. И лоси тоже следы вот и есть.
Ну лось-то он завидит, он сам, наверное, отойдет, Да, убежит. лось, конечно. Да медведь тоже человека не был случая, чтобы медведь напал на кого-то. Если не стрельнешь, не убьешь, это, значит, это Он если не- не раньше тебя не тронет. Вот тогда. Ага, понятно. Здорово. А в лесном, я так понял, там деревня раньше была, и остались только вы там жить? Вот на лесном, я тут живут, это, да, сыном на пара. Жена давно, лет 5 назад, наверное, 6 лет уже как умерла, вот мы сын вдвоем остались. Ага. А почему не перебираетесь в Лойгу Это там? вечер, а тут тишина, спокойно, в лесу, как дикари живем здесь, с сыном так, и все. Корову держим, да, огород, да. А дома есть какие-нибудь еще тут? Дома, а так нету, все Не развалюхи. жилые хотя бы. Не жилых нету тут. А, Не жилые. а мы имеем в виду не жилой, просто там спальный мешок положить. Ну Да. как бытовку его использовать? Или там уже все аварийные? А все аварийные там, да, все аварийные тебе. Ага. Понятно. Что, поедем до Порше? На Порше? До Порше так до Порше. Тем более уже стемнело, а неподалеку от моста, как нам сказали, имеется бытовочка, в которой можно невозбранно заночевать. Периодически у нас бывали и такие остановки в темном ночном лесу, поскольку груз от тряски развязывался. Но Кирюша его запросто подвязывал. Проехали мы стрелку, не стали снимать, потому что темно, как мы ее переводим, тем более вы это уже видели при свете дня. И вот так вот мы среди ночи едем к месту ночевки. Каким-то чудом, не иначе, в этой кромешной тьме мы увидели интересующую нас бытовку. Вон она, Кирюша ее как раз подсвещает. Она открыта, заходи, живи. Внутреннее убранство – мечта путника. Есть и печка, даже немножко дров, умывалка и кровати. Ну еще и полочка там немножечко с харчами. Что-то мы съедим, что-то оставим, увидите дальше. Ну и конечно же, да, места для путников. За сегодняшний день мы проехали внушительный путь, я думаю, вам это видно. И вот на таких нарах нам предстоит спать, но мы готовы. Пенки раскладываются элементарно, а на пенке кладется спальник, и вот уже место готово. Перед сном решил немножечко покрутить приемник, все-таки места глухие, хочется что-то, ну, наверное, услышать. Ни черта мы не услышали. Ну а потом скромный ужин при свете, ну не свечи, но лампы. И тут ожила петличка. Елочка. Конечно. Пытался сыграть. Почему пытался? Сыграл. Мне кажется, немножко не по нотам. Так-то да, сыграл. Ну, я же не музыкант прям по нотам-то. Ну так сыграл. Мелодия похожа. Все, братцы, Кирюха свалился, а я сейчас допиваю чаек, съем бич-пакет и тоже спать. Прямо скажу, сегодня мы задолбались. Проехали аж 116 километров. Мудрено ли по узкоколейке. Осмотрели Лойгу. Конечно, впечатление потрясающее. Очень жаль, что все так происходит. Но это ладно. Мы несколько раз, раз 5 или 6 за сегодня скидывали тяжеленную нашу пионерку. Так просто снять с нее вещи и облегчить не получалось, поэтому приходилось с полной нагрузкой. Да, там кто навстречу ехал, нам помогали, но они-то проехали дальше, а оставили мы ее уже сами. Конечно, день максимально насыщенный, и немножко жалею, что не все вошло в кадр. Например, там ночные маневры тут на линии. Встретили пионерку прямо рядом с ответвлением на УЗ. Ну, мы сдали назад, парни проехали, ну, там пары слов перекинулись. Но все это в таком вайбе ночи прекрасно было. Но уже сил не было снимать, да и как-то уже голова не варила, что а надо бы. Короче, ребята, всем спокойной ночи. Аж косой фигачит. Очень мощно. Утро у нас началось прекрасно. Проснулись сами. Уборка еще предстоит. Сейчас умывашки. Вон Кирюха там
зубки чистят, раковина есть. Вот тоже, ребят, тема восприятия. Кто-то видит засортую раковину, а я вижу сковородочку, маслица, лучок. Да тут что-то можно вот на этой поверхности очень здорово пожарить с лучком. Например, зверя только что добытого. Все-таки лес-то он действительно кормит. Правда, мы без ружей, поэтому на завтрак я буду сникерс. Так что сейчас будем завтракать. У нас есть кусок мяса, пара кочерышек хлеба, бульончик остался, но это уж извините. Ну вот остаток Марса, сникерс, шоколадки. Чуть чайка похлебать. А все потому, что с дровами как-то так себе. Мы вчера 3 сожгли, а вот эти 2 последних, ну нет смысла. И воду не согреют. И людям, когда придут, сухих дров на растопку не останется. Короче, протер стол. Веником тут все прошелся. Ну как веником? Вот тут в углу стоят ветки. Все это дело, уже другое дело. Значит, оставляем парням 2 банки тушенки, быстрый обед, пюрешка, 2 теплоида, тряпки, ну так, на всякий. Это как благодарность за то, что мы использовали майонез, остатки хлеба, дровишки. Ну и вообще, охотничий домик. Пришел, что-то взял, будь добр, оставь что-то следующему. Петличка этих звуков не вынесла. Ну да ладно, выходим из бытовки, и нам вон туда надо сегодня проехать. Дрезину припарковали перпендикулярно главному пути, и тент не особо защитил сиденье от дождя. Хотя нет, защитил. Ну что ж, прибыли на конечную точку, дальняя часть Уса, мы в самой жопе. Дальше пути просто нет. Ехали долго, настолько долго, что даже погодка наладилась. Урашечки! Очень характерная черта усов лесовозных узкоколеек – это вот такое верхнее строение пути. Не дай бог туда провалиться, или ногу поломаешь, или дрезина выкинет. А по бокам такая вот красота. Мох, лишайники, ну а чё? Лес, влажность, ягодки, вкуснота. Ну красота. А сейчас мы возвращаемся по технологическим площадям леспромхоза. Там, где добывали, точнее, простите, заготавливали лес. А вот и остатки этой деятельности. Усов очень много, их все объездить просто нереально. Неудивительно, что их самих усов около 100 километров. Здесь интересное место, что Ус стал главным путем. То есть когда-то главный путь шел сюда прямо, а Ус отходил налево. Но главный путь давно разобран, а шел он туда дальше. Сейчас мы немножко прогуляемся, потому что здесь есть такая интересная штука. Обратите внимание на колеса. Это баллоны низкого давления в тракторной резине. Только на таких штуках здесь можно ехать. И движка 11 лошадей хватает. Ну что ж, вот такие следы эта штука оставляет. На обратном пути решили поехать не по главному пути, а исследовать небольшое ответвление. Оно так заманчиво уходило в лес, но, как оказалось, это всего лишь разъезд. Ну что ж, возвращаемся на главный путь и едем дальше. Тем более линия подносит новые сюрпризы. Опять платформы с бытовкой и на этот раз топливной бочкой. А вот и Великий мост через речку Порша. Это самый длинный деревянный мост в России, ну, узкоколейный, естественно. Его длина превышает 160 метров. Этого мастодонта относительно недавно полностью отремонтировали. Ребилд происходил в 2010-х годах. Остатки вон видны сбоку. Казалось бы, такая небольшая речка. Ох, как красиво-то. И такой огромный, мощный мост. Учитывая, какие к нему подходят уклоны, использовались
подталкивающие тепловозы, чтобы груженные сцепы затащить. Но иногда что-то шло не так, и кто-то из сцепов оказывался внизу. Ну что поделать, таковы узкоколейные реалии. Предлагаю посмотреть на место нашего ночного пристанища, на этот раз при свете дня. Что же это за бытовка такая? А бытовка непростая, а поставлена на специальные бревна. С головы имеется фронтальная часть, которой чалкой цепляется к трактору. Получается эдакая волокуша. А пока мы гуляли, к нам в бутылку залетела бабочка. Но мы зверей любим, поэтому ее освобождаем. Лети, я не живодер. Но ей, видимо, понравилось на дрезине, поэтому она как-то не торопится. Ну что ж, не торопимся и мы. Тем более впереди нас ждет очень долгий путь. О да! Вот мы здесь, и нам через 8-й километр надо попасть в Сулангу. Спасибо этому месту. Может быть, когда-нибудь увидимся. Хотя, честно говоря, вряд ли. Ну что ж, начинаем наш большой путь в цивилизацию. Именно то обстоятельство, что вряд ли здесь когда-то окажусь, заставляет останавливаться у каждого столба. Ну вот, обычная дрезинка местных. Ну как не посмотреть-то? Тем более, как интересно реализован тормоз на обе колесные пары. Все гениальное просто воистину. Опять же, обычная ПВшка в лесу. Ну что тут можно нового увидеть? Ну интересно посмотреть номер, интересно посмотреть, что там написано, зайти внутрь. А что это? А как? А вот, например, остались какие-то стойки от тамбуров, где был туалет. Пожалуйста. Ну и стандартные гофрированные стенки. В принципе, ничего нового. Вот. Ох ты, а это у нас что такое? Ну-ка, 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 даже крышка осталась. О да, привет. Внезапно очередная встреча с пионеркой, с прицепчиком, и тут ребята показали на своем навигаторе все усы, все ответвления. Вот такая сеть, не объездить. Ну, друзья, доброго здоровица, а мы тоже покатили дальше. Впереди нас ждет еще не одна встреча с местными жителями, и это круто. Вот, пожалуйста, уже стоят ребятки. Ну, постоять, поболтать, пообщаться, милое дело. Дорога идет дальше, цивилизация становится все ближе. Да, друзья, магия монтажа, стрелка 8-го километра пройдена, так же, как и некогда солнечный ус. Едем дальше, и вот уже мостик через Уфтюгу. Наверное, второй по размеру на этой дороге, деревянный, прекрасный. Уже заметно смеркалось, как мы встретили еще одну группу ребят на мощной дрезине с прицепом. Парни оказались очень общительные и доброжелательные, но смеркалось и смерклось. В Сулангу мы прибывали уже потемну, и я хочу вам оставить немножечко видео без какого-то сопровождения, чисто для атмосферы. Аккуратненько. Думаю, здесь результат говорит сам за себя. Одно
Мой тезка приехал забирать Кирилла, они поедут дальше. Макс вчера рыбачил на реке Сухона и поймал вот такого рыба. Рыба. А как рыба называется? Понятно. Прикольно. Так что сейчас сдаю Кирилла, мне туда, на Вологду, Кирюхе на Великий Устюг и дальше. И здесь я с вами уже попрощаюсь. Проехали мы по узкоколейке 215 километров, повстречали целую кучу прекрасных людей, добрейших и интереснейших. Эта поездка навсегда останется в моем сердце, это прекрасные воспоминания, это яркие эмоции. Единственная, дрезина подвела. В самом-самом конце, уже когда мы приехали в конторку, уже вот на кадрах, где мы подъехали к тепловозам, назад она не поехала. Отломалась ручка газ-тормоз. Вот прям низкий ей поклон, что это было не где-то в тайге, а в цивилизации. Прям вот в последний момент она нас привезла и тогда только сломалась. О причинах поломки я пока ничего не могу сказать. Расследование впереди. Надо сначала доехать до дома. Ну а вам большое спасибо, что досмотрели до этого места. Подписывайтесь, ставьте лайки, звоните в колокола, чтобы не пропустить новые выпуски, потому что дальше будет еще интереснее. Всем пока-пока!